Всем привет, меня зовут Анастасия, и это канал о жизни в турецкой горной деревне. Вот такая наша деревушечка тут, полупустая. В общем, девчонки, когда выходите замуж за турка, будьте готовы к тому, что они не очень-то приспособлены к домашнему хозяйству. Как мы привыкли, что вот я, например, привыкла, мой папа, никогда мастера по дому у нас не было, канализацию, то, сё, в общем, папа все сам делал своими руками. А здесь, конечно, муж мой, ему 40 лет, поколение постарше, лет 60, еще что-то делают, умеют, а вот помоложе уже. Но я почему обобщаю? Потому что у меня здесь есть подруги русскоязычных, которые замужем за турка. По их рассказам, в общем, по своему опыту, я говорю вот немножко в обобщенной форме. И мой муж, в общем, по дому ни хрена ничего не делает. А если и делает, то с большими нервами, с мат-перематом, в общем, еле-еле как-то он что-то делает. Мухтар раздавала вишню, кустик, он был в отличном состоянии. Я уже не знала, что с ним делать, потому что мой муж до сих пор ее не может посадить. Уже и воду засунула. Но, походу, он все уже высох, корни высохли, осталось только на свалку выкинуть. Вот так вот я его просила посадить. Прошло 2 месяца, морозы, и, в общем, только выкинуть теперь. Также у нас пианино, как мы ее купили уже месяца 2, она у нас вот в таком виде стоит. Прошу, собери. И то это я поставила, потому что уже не вытерпела. Собери. Завтра дождь пройдет, холода пройдут, и, в общем, бляха-муха так и стоит. Шурупчики отвалились, там дырки были. И, в общем, эта дверка вот так висела. У меня, наверное, неделю точно. Тоже завтра, послезавтра. И, в общем, что только он мне не говорил. Потому что я уже не выдержала и деда позвала. Bak şimdi bunun ucu o geçti oraya dikkat et yani bir elini kolunu yardırma. Ay o kadar geçmez ya. Az geçecek şöyle. Çok az bir şey geçecek. Tamam. Şunu söksek. Вот так вот их травкой сейчас накормлю. Так как у них здесь открытое место, и постоянно вот дожди были, они, в общем, у меня тут бедные засрались. И вот так вот, в общем, здесь, блядь, засрались. Больше нет слов. Ой, яйца валяются у нас, блядь, на полу. И вот такой лопаткой, в общем, здесь корячусь, блядь, чистью. Просила, как, блядь, человека, блядь. Почисти мне, пожалуйста, моих курей. Так нет же. И, в общем, эти какульки мы собираем вот в эту одну кучу. И потом удобрять будем землю, когда будем сажать наш огород. И моя курочка от этого срача, который внутри, она уже у меня несется на улице, бедная. Петушки, которые кричали мне в видео, не давали снимать, я их всех... Да, я их всех зарубила. И у меня на 10 курочек остался 1 петушок. И курочки, смотрите, у меня похорошели. Не подребанные никакие. Не тифозные теперь они у меня. Я сама выросла в достаточно состоятельной семье. У меня папа военный, мама милиционер. И в 90-х годах мы, дети, росли в большом достатке. У нас было дома все, в отличие от других семей. Сами знаете, какие были сложные и тяжелые года на тот момент. Мы жили в столице, в квартире. И к 40 годам, но почему-то я решила, что мне нравится больше в деревне. Я больше за здоровый образ жизни, питание. В общем, подальше от химии, подальше от городской суеты, от мегаполисов. Кстати, когда я еду в центр Измира погулять или там по делам куда-то, я, в общем, особенно летом, я там вообще, у меня такой стресс, я так нервничаю, очень много людей, все загазовано, дышать нечем, в общем, это катастрофа. А здесь, в деревне, это просто вообще кайф, я вам передать не могу. Mama. O yüzden. Алекс! Эти решили помахаться здесь. Ага, давай, ори здесь.
Вот это заброшенный дом. Здесь уже стекла поломали. И дверь вон открыта. В общем, заходи, живи, кто хочешь. Пустая, правда, квартирка. А мы сейчас зайдем к ее подружке. Она за травой в огороде. В общем, травы растут всякие, из которых мы готовим кушать. Вот такая здесь красота. Такой интересный домик. На горе, в общем, как тут архитектура была построена, я не знаю. Мама, сюда. А здесь тоже был заброшенный дом. И сейчас пытаются его реставрировать. Вон там у нас находится море. На машине буквально 10 минут спуститься. Такая, в общем, наша деревушка. Довольно-таки небольшая, но жителей тут мало. Оставляют дома здесь. Кто-то продает, кто-то восстанавливает, у кого-то вообще заброшено все. Bunu şey ne adı? Ebe gümeç. Deve otu değil mi bu? Deve otu. Evet, develik. Bunlar Turp otu. nasıl pişiriliyor? Bu haşlanıp salata oluyor. Bunun çiğ de oluyor. Hayır, onu kavuruyorsun, yemek oluyor. Это у нее трехэтажная вилла. Ну, в кавычках, конечно, потому что все старое уже. Вот это тоже чье-то заброшенное, здесь никого нет. Но, несмотря на то, что заброшенное, здесь, конечно, все равно цены не низкие, потому что это идет как за участок. И последние годы среди молодежи, состоятельной молодежи, популярно стало покупать вот в таких горных деревнях домики и основательно переезжать сюда. Обстраиваются, строят себе 2-3-этажные дома, в общем. Этот домик тоже отреставрировали, беленький. Забор, конечно, в плачевном состоянии, но все же. Набрали столько зелени и курям, и себе будем сейчас кушать, готовить. А я вот от свекровушки оставила ее дома и взяла вон оливочки сейчас будем делать. Кому интересно, рецепт есть в описании под видео, как маринуют оливки в Турции. И это, конечно, у нас йогурт. Йогурт у меня тоже есть. Рецепт. Турецкий йогурт. Мацони по-нашему. Дай. Так что идем домой. Давай сюда. И у нас, в общем, подружки, у меня здесь одни бабушки, потому что молодежи здесь в основном нету. В общем, с деревни все бегут к мегаполису, с мегаполиса, как я, все бегут в деревню, в общем. И здесь молодежи в основном нету. Если даже есть, то они приезжают на лето или там, в общем, типа провести здесь время, месяц-два. Это как в сказке «Подружки, пиявки да лягушки». На ночь глядя, сейчас собрались, в общем, к нашей соседке, бабушке старенькой, она живет одна, испекла, в общем, такой пирог. В общем, немножечко сейчас остынет, возьмем с собой. Ну, как пирог, бисквит, это обычный. Полила его, в общем, шоколадной глазурью. Если вам интересен этот рецепт, я обязательно вам запишу. Пишите мне в комментариях. Вот с таким гостинцем мы сейчас пойдем. У нас уже потемнело. Так что берем наше орудие. Где наше орудие? Не забывайте, пожалуйста. Для чего мы это берем? Чтобы собак не сожрали нас. Да. А вокруг у нас только заброшенные дома, которые уже нахрен сыпятся. Один день на голову нам эта стена упадет.
Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет! Построили новый дом из кирпичей, каменный дом. Очень красивый. Здесь у нас тоже кто-то живет. Здесь в основном живут одни старики. Здесь у нас слышится лай собак. Вы, наверное, тут услышите сейчас. И мы попросили свекровку выйти. Старушка наша как будто нас спасет. Но все равно на душе как-то lегче. Ay ses geliyor, korktum diyorum. Bir çıkar şimdi. Merhaba. Geç. Это очаровательная, добрая бабушка. Живет она одна. У нее буквально несколько дней назад умер единственный сын, и мы пришли принести свои соболезнования. В Турции это очень важно. В Турции одиноким старым бабушкам без мужа очень хорошо помогает государство, как финансово, так и всем остальным. А эта моя свекровушка жалуется на своего мужа, потому что он у нее горячий, вспыльчивый и, в общем, сильно устал. Был в поле, пришел, и она не затопила, в общем, печку, видимо, забыла, пока туда-сюда возилась со своим хозяйством. И он, в общем, на нее разозлился. Вот ты обо мне не думаешь, на улице холодно. В общем, пришла посплетничать. Sustum. Sırf sensin diye sustum. Niye? И, конечно же, как без турецкого чая. Это прям неотъемлемая часть культуры. Как-то мне написали в комментариях, что к турецкому чаю ничего не подают. А так обычно делают в мегаполисах. А в деревнях здесь подают к чаю либо с конфетки, либо какие-то сладости. Но в данный момент я принесла пирог. И по турецким традициям, так как я здесь сейчас самая молодая и еще являюсь невесткой, я должна всем налить чай и подать. Как говорится, поухаживать за более старшим поколением. И чтобы моя турецкая свекровь потом не краснела. Ramazan'ı burada geçirirler belki. Nihat yalnız başına olmuyor. Hem kalıbı büyük hem ağır. Görmüyor hiç. Hani kendi canı kendini al tabii. Şeker? Шекер? Şeker atacağız. Гости в Турции могут спокойно сидеть допоздна. Время уже половина 12 ночи, но еще никто не думает вставать. Ben yapmadım valla. Siz yaptınız, ben de işte. Gelin yaptı bak, Allah razı olsun. Elini sallan. Ay evet. Ля-ля была тейзи, Элин. Бай-бай. Если вам было полезно и понравилось это видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь с друзьями.